Привет из Алании! Я провела всю зиму в Турции и расскажу, как это было. Поговорим о погоде в декабре, январе и феврале. Какую брать с собой одежду? Можно ли купаться? Стоит ли вообще ехать отдыхать вне сезон и на зимовку в Турции? Дам полезные советы, расскажу про все плюсы и минусы. Поехали! Зимой на курортах Турции всегда мало туристов. Это самое комфортное время для тех, кто любит спокойный отдых и тишину. В это время удобно осматривать достопримечательности, особенно в декабре, когда на улице постоянно светит солнце, а на смотровых площадках нет ни одного человека. Декабрь – очень комфортное время для отдыха в Турции, особенно первая половина месяца. Днем воздух прогревается до 20-25 градусов, по ощущениям все 30. Ночью температура может опускаться до 12. Показатели по всему южному побережью Турции примерно одинаковые. Море еще не успело остыть. Температура воды в декабре держится на уровне 20 градусов. Я из тех, кто всегда мерзнет, но все равно купалась в Средиземном море за неделю до Нового года. Зимой в Турции очень приятные цены на отдых в отелях, примерно в 2-3 раза ниже, чем летом. Например, я отдыхала на все включено в Сиде, в 5-звездочном отеле Сихер, в канун Нового года. Ночь на двоих стоила около 4000 рублей. В это время туристов почти не было. Отель был украшен, а персонал очень внимателен. На шведском столе было много еды и никаких очередей. Но главный минус отдыха в Турции вне сезон в том, что ваш любимый отель может быть закрыт. Примерно 70% резортов работает только с апреля по конец ноября. Сейчас конец декабря, и не сказать, чтобы чувствовалось приближение Нового года, потому что на улице больше 20 градусов, посмотрите, люди раздетые, они купаются. Но, конечно, поймать снег в Турции можно, она большая, можно съездить в горы, там снежок белый, пушистый, как в сказке. Пасмурных дней в декабре почти не было. Дожди случались, но не затяжные. По утрам и вечерам на улице было всегда прохладно. Поэтому на отдых в Аланию в декабре надо ехать с толстовками и джинсами. Но купальник и летняя одежда вам тоже пригодятся. Новый год в Турции отмечали без размаха. В Алании отменили праздничные концерты и ярмарку. Но город украсили и елку поставили. Украшения появились во многих отелях, а вот в магазинах долгое время совсем не чувствовался праздничный дух. Ближе к Новому году появились елки, игрушки, гирлянды, подарки, домашний декор, сладости и нарядные костюмы. Выбор был хорошим, но не огромным, и цены высоковатые. Это, пожалуй, минус зимовки в Турции. Если вы очень любите украшать дом к празднику, придется раскошелиться. Сами турки не отмечают Новый год. Все это для нас, русских и европейцев. В целом праздничный дух я почувствовала, даже несмотря на то, что Новый год не праздновали, а салюты запускали только с балконов. Декабрь в Алании был очень теплый, весь декабрь я проходила в летней одежде. В январе, примерно в середине месяца, несколько раз захотелось надеть куртку. Сегодня солнечный день, на улице 14 градусов, но дует ветерок, поэтому мне комфортно в куртке. Но в целом погода вообще классная. Один из плюсов зимовки в Турции в том, что с ноября по февраль тут самые низкие цены на жилье. Мы арендовали квартиру в современном жилом комплексе всего за 200 евро в месяц. Я обязательно сделаю обзор своего дома, чтобы показать, насколько хорошее жилье можно снять в Алании за такие деньги. Январь в Алании был переменчивым, но скорее теплым. Чаще всего днем было около 20 градусов, на солнышке было даже жарко. Ночами тут около плюс 10, холоднее всего на рассвете. Иногда случались ветреные дни, а дневная температура падала до 14 градусов. Средиземное море постепенно остывает, но в начале января туристы вовсю купались.
В Турции нет ярко выраженного сезона дождей. Если вы, например, раньше зимовали в Азии, то, наверное, знаете, что там бывают затяжные дожди, которые могут зарядить на целую неделю. В Турции такого нет, дожди, конечно, идут, но чаще всего по ночам, и это бывает не слишком часто. Вообще комфортно, днем выходит солнышко, все сразу высушивает, поэтому всегда прекрасно. Не было такого дня, чтобы я просто не вышла из дома, потому что льет сильный дождь. Зимой в Турции самые низкие цены на развлечения. Я каталась на кораблике целый час всего за 500 рублей. Летом эта яхта набита туристами, а в январе почти никого не было. Получилось сделать фотографии на фоне популярных достопримечательностей без людей. Уличные торговцы тоже опускают цены. Одну и ту же толстовку летом продают за $20, а зимой за 10. Большой плюс зимовки в Турции – жилые комплексы с отельной инфраструктурой. Если на улице дождь, вы сможете сходить в спортзал, поплавать в теплом бассейне или погреться в хамаме. Я вот всю зиму играла в теннис и рвала апельсины во дворе. Жители комплекса пользуются всем бесплатно. Если вы купили квартиру в Аланье, то вместо квартплаты отдаете айдат. Это около 30 евро в месяц. За эти деньги получаете целый набор развлечений и охрану 24/7. Зимовка в Турции хороша овощами и фруктами. Здесь их продают круглый год. Зима – сезон цитрусовых, гранатов, хурмы и недорогих яблок. В конце января появилась первая клубника, потом местные бананы. Огурцы, помидоры и перцы стоят около 50 рублей за килограмм. Цены на все вообще очень низкие. Хочется скупить все. Январь в Аланье оказался гораздо теплее, чем я ожидала. Я была уверена, что придется ходить в куртке, но она почти не понадобилась. В летней одежде я гуляла чаще. Советую январь для отдыха в отелях, потому что цены после Нового года стали еще приятнее. Пожалуй, больше всего меня удивил февраль. Всю зиму я гадала, начнется ли затяжной холод, так, чтобы целую неделю было ниже 10 градусов и чтобы море остыло. Но в феврале в Аланье уже запахло весной. Из всех месяцев февраль оказался самым прохладным. Здесь были очень большие перепады. Иногда было плюс 20, ощущалось на солнце вообще как 25, хотелось искупаться. А иногда было 7-9, по ночам вообще 4-5. Иногда нужно было носить куртку. Сейчас тоже февраль, посмотрите, я в футболке и мне жарко. В общем, самый переменчивый месяц, но в целом очень комфортный. Дам вам совет. Для зимовки всегда выбирайте квартиру на солнечной стороне. Так даже в холодные дни у вас дома будет тепло. Перед зимовкой в Турции я читала в интернете, что люди тратят бешеные деньги на счета за электричество, потому что постоянно держат кондиционер в режиме обогрева. Кто-то покупает обогреватели и даже одеяло с подогревом. Самые экономные накидывают дома куртки и спят под 3 пледами. А мы жили в квартире на солнечной стороне и ни разу не включили кондиционер. Даже в самые холодные дни дома было достаточно тепло. А вот мои знакомые сидели с кондиционером и жаловались, что на улице порой теплее, чем дома. В феврале я еще раз съездила отдохнуть в отель на все включено. И снова туристов почти не оказалось. Это время понравится тем, кто не любит анимацию и готов купаться в бассейне с подогревом вместо моря. Хотя смельчаков в воде я все-таки видела. Мне понравилось, что в отеле было много свободных номеров, поэтому отдыхающим дают самые лучшие варианты с видом на море. Несмотря на отсутствие людей, сервис в отеле оказался на привычном уровне. За всем следят, а на шведском столе хороший выбор еды. А персонал кажется даже более внимательным. Будто каждому туристу индивидуальный подход. Как не почувствовать себя кем-то особенным в огромном пустом отеле? Будто все тут работает только ради тебя и еще небольшого числа людей. Уже в начале февраля в Аланье началась активная подготовка к новому сезону. Муниципальные службы принялись высаживать весенние и летние цветы. Каждый день я гуляла и видела новые огороженные клумбы. Пройдет немного времени, и Аланья расцветет. Но и зимой она не была серой.
Тут есть вечно цветущие растения, пальмы и, конечно, яркие апельсины. Этот город никогда не был мрачным, даже в самые пасмурные дни. В целом, мне очень понравилась зимовка в Турции. В прошлом году я провела эти месяцы в Грузии. Было хорошо, но холодно. Надеюсь, мое видео подтолкнет вас к зимовке или отдыху в Турции. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.